Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим мясо с баклажанами по-грузински. Очень сочное, ароматное, пряное, слегка острое блюдо, которое должен попробовать каждый, пока баклажаны в сезоне и очень доступны. Готовится очень просто, получается, пальчики оближешь. В описании под видео указано количество ингредиентов. Баклажаны я помыла, срезаю плодоножки, кожицу оставляю и нарезаю в длину на 3 части. Вот такие получаются пластины. А затем наискосок на брусочки шириной приблизительно до сантиметра. Сильно тонко резать не нужно. Баклажаны перекладываю в миску, солю и оставляю на 15-20 минут, чтобы они отдали горечь, а сама буду заниматься другими приготовлениями. Мясо подойдет сюда любое, но очень вкусно с телятиной и со свининой. У меня сегодня мякоть свинины. Нарезаю на пластины, а затем на брусочки тоже шириной до 1 сантиметра. На сковородку наливаю растительное масло, разогреваю и буду обжаривать мясо на среднем огне до золотистой корочки. Нужно, чтобы оно запечаталось, совсем до готовности доводить не нужно. Лук можно использовать любой, у меня сегодня красный, я нарезаю его пополам, затем на 4 части и тоненькими такими вот четвертинками. Морковку очистила, нарезаю вдоль на пластины и тоненькой соломкой. Красный болгарский перец я помыла, очистила от плодоножек, от семечек, нарезаю тоненькими полукольцами. Помидоры у меня довольно-таки крупные, и поэтому я буду использовать 3 штуки, если мелкие понадобится больше. Нарезаю кожицу крест-накрест, заливаю кипятком и оставляю на какое-то время постоять, чтобы кожица хорошо снялась. Тем временем мясо у меня, как видите, поджарилось, появилась уже корочка золотистая. Я перекладываю его в емкость, в которой буду запекать. Я сегодня буду готовить в таджине, но в принципе это можно делать в любой емкости для запекания. И далее в этой же сковородке я буду обжаривать баклажаны. Предварительно я их хорошо отжимаю, чтобы вышла окончательно уже вся лишняя влага. И жарю на среднем огне, так хорошенько, тоже до зарумянивания. Нужно, чтобы баклажанчики со всех сторон у нас поджарились. И далее, когда они уже стали мягкими, я их выкладываю сверху на мясо. Добавляю немного растительного масла в ту же сковородку, выкладываю морковь и обжариваю где-то 5 минут до мягкости, а затем добавляю сюда лук и буду жарить уже вместе. Также сюда выкладываю сладкий перец, все хорошо перемешиваю и жарю до мягкости овощей. С помидоров я слила воду и видите, как чудесно уже отходит кожица. Вырезаю плодоножки. И прямо руками вот так вот жмякаю, рву на части помидоры. Получится такая консистенция, и сок, и кусочки помидоров, все вместе. Можно натереть на терке, можно помолоть, но тогда будет не то. Вот важно, чтобы вот эти кусочки помидоров все-таки сохранялись. Овощи у меня уже стали мягкими. Я сюда выливаю помидоры, перемешиваю и буду тушить все вместе, где-то 3-5 минут. Затем добавляю сюда томатную пасту и 1 столовую ложку аджики. Все это хорошо перемешиваю. У меня аджика острая, поэтому я добавляю 1 ложку. Если у вас не острая, то добавьте чуть больше. Далее добавляю сюда приправу хмели сунели, соль по вкусу и обязательно сахар для баланса вкусов. Все хорошо перемешиваю. Нарезаю большой пучок петрушки. Откладываю немного для украшения готового блюда, а основную часть петрушки выкладываю в сковородку. Снова перемешаю. И добавляю по вкусу несколько зубчиков чеснока. Это уже в самом конце. Хорошо перемешиваю и выключаю огонь. Овощной соус готов. Выкладываю его сверху на мясо и баклажаны.
и перемешиваю. Консистенция у блюда должна быть густая, но если видите, что уж сильно густо, то добавьте немного воды. Перемешиваю, накрываю крышкой и на небольшом огне буду тушить примерно 30 минут. Также это блюдо можно запечь в духовке. Готовое блюдо по желанию украшаем петрушкой и наслаждаемся. Очень вкусно, друзья. Пока баклажаны в сезоне, советую вам приготовить. Благодарю за лайки, просмотры и поддержку. Всем мира и добра. Пока!